Всем привет! Меня зовут Ольга. Мы наносим декоративные штукатурки. И сегодня мы будем наносить классический такой достаточно устаревший вариант. И подобных тоже на нашем канале было видео много, да и вообще в интернете его навалом. Но цель сегодня видео какая? Очень многие хотят в белом цвете нанести штукатурку декоративную и затонировать ее, допустим, патина, или воск колерованный, или лаком еще кто-то делает, да, кто на что гораст. Но не получается. Сам материал, потому что тоже нужно выбирать. Есть материалы, по которым тонировка ложится легче. То есть это материал не пористый, и мы сегодня будем его демонстрировать. Так, первый слой у нас, значит, будет праймер. Классический вариант. Это праймер Gura Decor Light линейка. Он есть на нашем сайте, есть также он и на Озоне. То есть вы можете посмотреть видео, перейти по ссылкам в описании и приобрести данный продукт. Наносим с помощью валика. Валик велюровый с мелким ворсом. У нас в продаже он есть, но на сайте на Озоне нету. Если нужен инструмент, можете индивидуально обращаться, мы подберем вам необходимые инструменты. Стена шпаклеванная. В данном случае она должна быть шпаклеванная. Опять же, не гипсовой смесью, а готовой шпаклевкой в ведрах. Акриловая, латексная, полимерная, то есть готовая. И более-менее такая ровненькая стена. Шпаклеванная, грунтованная. По подготовленной поверхности наносим праймер. Раскатываем его. В данном случае праймер обязателен. Обратите внимание, праймер укрывистый, как краска. Хорошего достаточно качества за приемлемые деньги. Окрасили и оставляем сохнуть часа на 4. После высыхания праймера мы будем наносить венецианскую штукатурку. Вот так она выглядит. Она продается на Озон, на нашем канале Озон, да, как это называется, магазин Gura Decor на Озоне. Только там она есть, в рознице ее нет, это линейка для Озона. И продается весом 3 килограмма и 5 килограмм. Это венецианская штукатурка, но она держит больше слой. То есть в прямом понимании венецианская штукатурка это тоненькие слои. И на толстых слоях она трещит. А вот это наша венецианка, так скажем, плотнее. Держит слой до 800 грамм на квадратный метр за один слой нанесения. И вот именно этот материал, он такой пластичный, он не пористый, и он хорошо поддается лессировке как раз вот той самой проблеме, когда люди нанесли фактуру, все красиво, а начинают покрывать, и у них пятна, разводы какие-то, наслоения, цветовые переходы видны. Так вот, как раз в этом случае будет легче нанести. Наносим с помощью также шпателя и кельмы, чистой обязательно. Вот такая плотность у материала. То есть не густой, не жидкий. Вот такой. Эластичный, пористый. И наносим как классическую вьюшку для начала. Белый плохо виден в кадре, но старайтесь как-то уж увидеть. Наносим и создаем фактуру сразу. Материал высыхает достаточно быстро, поэтому небольшими участками работаем. Вот так примерно. Вот так примерно. Классическую вьюшку. То есть обратите внимание, что слой не толстый, но однако фактура видна. Наносим в шахматном порядке, не дожидаясь высыхания, чтобы слои, вот эти вот участки соединились и были сырыми. Вот так вот катаем кельму плоскостью, аккуратненько. Вот тут еще не хватает там. Пустота. Пустоты не допускаем.
Вот так катаем. Потом дадим ей немножко подсохнуть, когда мы нанесем всю стену. И прям небольшими участками. Обязательно небольшими, потому что высыхает венецианка. Так, что еще здесь важно? Очень важно, чтобы поверхность предварительная, которая подготовленная, и все слои шпаклевки, и краска полностью высохли, иначе будет отслоение. Если наносить на гипсовую смесь, тоже будет отслоение. Обязательно должна быть шпаклевка готовая в ведрах, которую не нужно месить. Оставляем подсыхать, но не полностью будем ждать высыхания. Я думаю, что полчаса-час подождем. Она должна немножко заматоветь. Подсохла немножко штукатурка декоративная. Она еще не полностью сухая. Ну, то есть тут нужно подловить момент, когда можно... Смотрите, я начала, и вот уже приглаживаю как бы. Как фактурную мы приглаживаем, также и это... Пытаюсь пригладить, и начала я с другого края. Здесь мне удобнее. То есть зажать верхушки. Верхнюю часть сделать плоской я хотела бы. У меня в руках влажная тряпочка, и я кельму постоянно протираю. Кстати, этого можно не делать. Можно прямо по фактуре ждать полного высыхания, где-то что-то, может быть, сошлифовать и наносить. Но я бы хотела пригладить верха, чтобы была плоскость такая у нас. Плоская, чтобы была. Так, кельма сухая стала. Тряпочку нужно немного увлажнить, но не чтобы с нее вода стекала, а просто влажненько, чтобы не залипал материал на кельму.
Остался последний край, он самый толстый был в нанесении, и он дольше сохнул. Сейчас он еще сыроват, тянется еще. Чуть позже я еще вот этот участок доделаю. Надо немножко, чтобы еще подсох, потому что жирный здесь слой. Здесь-то вот понятно, что получилось, потому что слой, видимо, потоньше. А здесь такой жирный слой. Немножко еще подожду, приглажу и будем окрашивать. После полного высыхания декоративной штукатурки мы нанесем вот такую восковую эмульсию. Точно так же линейка Guru Decor Classic, это для Озона. Она продается на Озоне, в рознице у нас ее нет. И мы вот этой вот восковой эмульсией, так и называется, восковая эмульсия. Взяли себе немножко в баночку. Вот такая густота. Немножко заколируем, давайте вручную. Добавим вот колер, возьмем, охра, допустим. Нам же сейчас не важно какой цвет, нам нужно видеть смысл. Насколько легче наносится патинирование, если штукатурка не зернистая, если она пастообразная, то есть не зернистая, она мало впитывает, скажем так, и патина или восковые составы легче растираются. Поярче хочу сделать. Я, похоже, колер не перемешала. Надо его вот так встряхнуть. Поярче, поярче, побольше. Потом скажем много. Вот, достаточно. Ярко будет. Ладно, достаточно. Вот так. Перемешаем. И с помощью губки, которая тоже у нас есть на Озоне. Вообще мы Озон потихоньку заполняем. Есть такие места, куда транспортные компании как-то ездят проблематично, а Озон почему-то ездит. Сеть растет, скажем так, доставка. Так, губка, возьмем новую, мы же тут все огрызками работаем, возьмем новую. Распакуем, ее немножко смочим. Губочка. Смочили и выжали. И вот таким вот образом втираем в поверхность штукатурки. И сразу становится видно фактуру. Можно немножко губку перевернуть и чистой стороной подснять излишки с верхов. Постарайтесь не оставлять механизированных следов, каких-то полос, и не останавливаться. Не останавливаться. Стену нужно нанести от угла до угла полностью. Если где-то наслоение, вот так оно размывается достаточно легко. Можно засветлить. Если мы губку смочим водой и влажной губкой, можно убрать излишки. Вот так. Губку смочила.
И убираем, высветляем. Тем самым фактура становится более явная. Так, еще один момент. Вот если у вас эта стена, вы наносите вот за эту стену, заклеиваем скотчем угол. Вот сюда клеим скотч. И вот сюда клеим скотч. Ленту малярную. Но самый лучший вариант — это пройти первый разбавленный слой эмульсии воска прозрачный, а потом уже наносить колерованный. В общем, пока не начинает нравиться, не отходим. Ее можно вот именно с этой штукатуркой, с венецианской, можно воск или патину наносить. То есть он долго не сохнет на этой поверхности, не сильно впитывается, и можно убавлять и добавлять. И вот пока не начинает нравиться, не отходим. Добавить, убавить, добавить, убавить. Где-то пятно видим, мы подходим, растираем. Губку увлажнили. Убираем лишнее. Если где-то слишком светло, добавляем. Вот таким образом получаем нужный результат. Дальше что, оставим сохнуть? Угу. Оставляем сохнуть. Вот так у нас получилась покрытая поверхность декоративной штукатурки. И сейчас давайте сверху, ну она достаточно матовая получилась. Перламутром покроем, белым золотом перламутром. Он немножко приглушит цвет, яркость и даст дополнительный перламутровый эффект. Ну и все, я считаю. Я считаю, что все. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, обязательно пишите комментарии и приобретайте у нас декоративные штукатурки. Всем спасибо и пока.